Ребята, всем огромный привет! Репортаж вечерний с моей лоджии. Любуюсь вот на эту хою. Ну, красивая. Посмотрите, какой новый лист. Как она? EPS 260. Слушайте, этот лист, который начал у меня недавно расти, так быстро нарастает. И больше, чем предыдущие. И такой красивый. Девочки, покупайте эту хоечку. Она такая симпатичная. Мне кажется, она утрет нос всем Ларисам, Светам, Ирам. Короче, классная. Вообще обалденная. Так, и смотрите, у меня прогресс моей iSenses, да. Вот я посадила ее в этот горшочек. Здесь пока воды нету, но она была немножко. В общем-то, смотрите. Оставила здесь на свету естественном, потому что... В общем, унесла я ее из-под искусственного освещения. Вот этот лист, немножко покрученный, вырос под лампами. Начал расти новый лист уже в этих условиях после пересадки. Так, а что там такое, девочки? Давайте посмотрим. Непонятно, показалось. В общем, в этом горшочке мы растем. Мне девчонки спрашивали: Аня, как там твои хои, которые приехали к тебе недавно, подарили мне его. Подарили мне его, смотрю на это хою, подарили мне его. Надо уже полить. Вот смотрите, какие пошли новые росты и новые листья. Это хоя. Ой. Мелифлуа. Мелифлуа. Вот. Их две у меня. Вот это вот мелифлуа. Вроде как вот ничего. Смотрите, вот здесь пошел новый ростик, усик. В общем, два усика. Один уже такой большой, другой поменьше. Она была посажена хозяюшкой. Все никак не встречусь с хозяюшкой. Пообещала там пару череночков тоже срезать своих хоечек. Все, надо обязательно позвонить и назначить встречу. Так, и вместе с этой мелифлуа приехала вторая мелифлуа, она у меня там наверху, а с ней дела обстоят похуже. Сейчас я ее достану, вам покажу, но сразу кого могу близко показать из тех подаренных хой. Это вот хоечка, мы с вами ее высаживали, смотрите, сколько корешков у нее уже. Эта хоя называется, она пока листья не растит, экскавата. И вот было холодно в мае месяце, и смотрите, что на листьях произошло. Я уже и спиртом протирала, и фунгицидом проливала, но не знаю, девочки, может следующие листья пойдут нормальные. В общем, я ее по ходу залила, когда ей было влажно, а я ее еще поливала. Ну вот, корни растут. Красивая очень. Листва у нее такая интересная, плотная. Так, вот еще из подаренной той группы хой. Ох, мне нравятся корешки. Смотрите, как здорово черенок пошел в рост после того, как мы ее высадили. Черенок пошел, пока корнями обзаводиться. Это, как же она называется? Аничоидес. Аничоидес. У нее такой интересный лист. Мне нравится такой крупный, мясистый. Но лист, который у нее будет новый, мне на него тоже хочется посмотреть, но пока я не могу этого сделать. Листа нового нет. Вот и все, вот и все. Но думаю, что скоро проснется точка роста, пока мы стоим. Пока стоим на месте. Но я не могу сказать, что это мы стоим на месте. Посмотрите, какие корни здоровские, да? Во, во, во. Класс. Класс, класс. В общем, я залила сильно вот эту, когда было прохладно. Потом это поняла, но было уже поздно. Так, с ними приехала вот эта интересная лакуноска. Она здесь, кстати, растет. Это лакуноза Big and Very Long Leaves. Такая вот тоже интересная. Она растет. Вот у нее такие уже косы. Замечательная лакуноска. Мне нравится ее фактура листа. Когда вот дотрагиваешься, действительно необычная лакуноза. Эскимо совершенно другая. Ну, лакуноз так сейчас много, но вот это прям удивительная. Вот у нее интересный, видите?
Структура листа интересная вот такая. Классная. Прям нравится мне ее трогать. О! Вижу. Ну ты даешь. Красавчик. Пару дней назад ничего на тебе не было. Это знаете кто? Это фунги. Это фунги. Фунги. Вот в этот стаканчик я его поместила, непрозрачный. Думаю, что там происходит? Мне непонятно. И в итоге у фунги, смотрите, из-под земли пошел новый рост. И вот здесь новый листик. Это просто замечательно. Фунги вообще классные, да? Его бы помыть, но помоем, протрем. Это видно после обработки фунги. Ой, девочки, у меня этот распис начал распускаться здесь. Я уже и не видела. Давно не заглядывала. Оно еще не совсем распускается, но бутончик... Тут один скинул. Почти бутончик пожелтел. Ну, как-то он не сильно много в этот раз дал бутончиков, но нормально. Так, и сейчас покажу еще парочку из подаренных. Там тоже есть хорошие результаты. Сейчас, друзья. Лиза доцветает в гордом одиночестве. Сегодня, кстати, срезала от нее черенок. Девчата попросили, отправила. Уже все. Вот сегодня утром пришла, здесь валялась. Вон еще валяются бутошки. Отцветает. Там корзинка еще одна есть. По-моему, она уже отцветает. Это корзинка, да? Да, вот эта ж она и отцветает. Но она клевая. Но она пахнет прям вообще. Кто любит такие слушать ароматы яркие, это вам Лизочку надо. Ну, она не так, как лакунозы, отличается аромат от лакуноз, но тоже такая себе дамочка, любительница попахнуть. Так, девочки, я наверх. Кто со мной? Так, смотрите, кто у меня здесь. Здесь у меня еще один черенок экскаваты. Но здесь, я вам скажу честно, я его дернула. Я решила посмотреть, если там корни, недавно дернула, корни оказались, и обратно его засунула. И именно вот экскавата, тут, по-моему, есть какое-то движение. Сейчас, девочки. Так, метушный герой, пододвигайся. Здесь, по-моему, что-то просыпается. Да, смотрите. Во, точка роста появляется. Красота. Корней я видела, когда дернула, увидела корни. А сейчас их, ну, они пока не наросли, их мало. И вот тоже, пожалуйста, от такой влажности высокой. И вот они вот, и вот это у меня тоже. Почему я наверх их поставила? И им здесь больше понравилось. Потому что они такие любительницы. Вот этот лист, видите, какой вышел? Неказистый. Вот в то влажное время майское. Это тоже мелюфлюа. Мелюфлюа, ну другая. И вот она, ну корни немного, но есть. Я думаю, она здесь очухается. И вот здесь вот тоже был листик вышел, но он пожелтел и отпал. То есть вышло два листика маленьких. Этот весь покореженный, вот в мае месяце. Этот покореженный весь, но остался, а рядом вышел маленький, сразу желтый, и отпал. В общем, тут у меня вот реанимационная палата. И Кэрри была подарена мне, большое спасибо. Вот недавно смотрела Кэрюшку и прямо порадовалась. Она, кстати, тоже покрылась этой грибковостью непонятной. И смотрите, вот ее корешки в этой нашей посадке. У нее красивый очень лист, но вот эта грибковость меня насторожила. Я фунгицидом пролила, но не знаю. Вот у нее появляются новые листики, я думаю, а может и ростики. Обратите внимание. Уже здесь, когда я пересадила ее, вернее, переставила на самый верхний ярус, там, где потеплее, пожарче, вот, проснулась одна почка. И вот проснулась, по-моему, вторая почка. Да. В общем, посмотрим. Но главное, что уже корни появились. Черенок, по-моему, с одним корешком был. Да, с одним корешком. А теперь вот тут уже столько корней. Просто красота. В общем, здесь они у меня в тепле стоят сверху, на самом-самом верху.
Здесь прям тепло-тепло. Мне кажется, что им прям вот нравится, когда тепло. Тут хоть и северная сторона, но здесь вот сейчас после обеда тепло. И я надеюсь, что вот это тепло, ой, какой-то сорняк, оно им как бы придаст сил, энергии. А вот здесь пониже лакуноска и фунги, да? Фунги, я все... Да, фунги. Вот у фунги все-таки красивый лист такой, прям обаяшка. И он опушенный с обратной стороны, такой приятный. Только надо всех искупать, протереть листики. Девочки, спасибо. Вот, в принципе, вот правильно сказали мне насчет пателлы пинк. Это таки, да, таки там был мучнистый червец. Я потом взяла уже, знаете, лупу, одела свои 2 дополнительных глаза, посмотрела, и там действительно был мучнистый червец. И я прям хорошо обработала. Она мне не растет и не растет, не растет и не растет. Я уже не знаю, куда ее поставить, но на других хоях, орхидеях нету мучнистого. Вот только на ней он был. Вот она такая пушистая, и на ней сидел мучнистый. И она не хочет расти, и после обработки тоже молчит. Мне уже было... Я вот сейчас смотрю, так, не перескочит, если вдруг остался. Я вот уже смотрю на этот, видите, вот там вот еле живой вот тот вот ростик. Ну, я не знаю, или что-то еще там есть. Уже и брызгала, и поливала. Уже думала вообще взять ее просто выкинуть, да и все. Ну, жалко. Жалко не в смысле, вот мне всегда жалко растения. Девочки, если вы видите мучнистого, пишите. Может я что-то... Или оно отсвечивает. Или он еще есть, собака такой. Вот что-то беленькое есть, не понять. Я не знаю, может расстаться с ним и не жалеть этим недокустом. Короче, я еще раз попробую его пролить Актарой или чем-то еще, и потом посмотрим. Тут у меня остался пенек. Не знаю. Поставила наверх, может быть, будет ветка. А с этим буду думать. Что-то мне кажется, что он претендент на выброс. Ну что такое? Слушайте, ну год вот так вот в таком состоянии, я такое не люблю. Ой, что вам еще показать, девчата? Я вам покажу сейчас, и хлопцы, опять-таки собирается цвести моя орхидея Farmery Pink. Жду белую версию. Вот смотрите, 2 цветоноса. Вот один, вот второй. Скоро будем с вами любоваться. Любоваться. Только ж недавно цвела, опять цветет. Так, это я ее поливала, не ее, а я поливала вот кого. Я поливала красавчика замачиванием своего любимчика, привезенного из Дрездена, дендробиума своего. Линдли. Что у меня с памятью? Девочки, вот этот рост снизу, вот справа, видите? Он буквально за пару недель у меня вырос. Я вообще думала, что цветонос это ростик. И там вон еще один идет рост. Видите? Я думаю, что эти росты, которые пойдут ниже, 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 они дадут корни уже в субстрат. Я его замачиваю в горшочке в двойном. Раз там, не знаю, ну как часто. Ну раз там в 3-4 дня. Проливаю поверху, здесь замачиваю, чтобы кора была влажная. Я его тут поставила, пока хочу это самое, чтобы он немножко проветрился. А я хочу вам показать сейчас еще один мой красивый, волшебный кустик. Это моя хоя Мишка Тедди. Представляете? Представляете, что творится? Мы в Плагроне начали жить. Вот вам и все. Вот этот новый лист в Плагроне. Вот это вот ожили на северной стороне. Поливаю так, чтобы вода вон стояла. Только что хлюпнула. В общем, у него корни до самого низа доросли. В общем, я с ним не знала, что делать. Ну, не знаю, этот лист еще растущий. Он еще мягкий. Но пока он еще маленький. Такой вот.
Но главное, что вот эти все точки роста, девочки, ожили. Слава тебе, Господи. Наконец-то. Так, и посмотрим на моего красавца. Ой, 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 извините. Вот какие уже листья большие. Так, Тедик, а ну подвинься, мы рассмотрим Лату Искандар. Сейчас Тедика поставлю на подоконник. Вот так, в лучах заходящего солнца. Так, а этого я его тут на опору пытаюсь приспособить. Вот, смотрите, у нас новые листья какие. Лата Искандар. О, видите, какой красавчик. Обожаю его. Я его обожаю. Не все поймут. Ну и не надо. Не все поймут. Ну посмотрите на эту прелесть, на эти картонные листья. Обалденный, да? Лата Искандар, так называется в Малайзии, где-то там водопад. Это название водопада. Не знаю, почему выбрали для этой хвои именно такое название. Может, она где-то там произрастает недалеко от водопада. И мне кажется, это правильное название, потому что он очень любит пить. Вот я сейчас его взяла в руки и понимаю, что я его 2 дня назад поливала, а он уже суховатый. Хотя есть испарина, но его держать сухим лучше не держать сухим. Сейчас я ему хлюпну, наверное, водички прямо от полива моего дендробиума, бо там удобрение. Девочки, не боюсь, что я что-то ему занесу. Он только спасибо скажет. Давайте польем вместе. Он только спасибо скажет. О, вот это царский полив. От души. Все, он будет рад. Я прям хлюпнула ему. Обалдеть сколько. Листья, конечно, вау. Класс. Не всем понятно. Слышите? Какие? Они с обратной стороны прям велюр-велюр. Вот прям велюр. Как обивка дивана, знаете, такая велюровая. А здесь прям такой шершавость. И он такой плотный-плотный. Все, девочки, такая красота у меня растет. Хочу его вот так вот по опоре пустить наверх. Ну, я вам скажу, 2 года он у меня. Он не быстро растет. Только сейчас он начал как-то увеличивать темп. А так, что-то прям с 2, там, с 3 листьями сидел. Загорает. Красавчик. На южном окне раньше рос. Теперь на северном. Но он там у меня не помещался, поэтому я его принесла. Вот такой вот красавец. Так что, друзья мои, вот такие вот наши дела. Хоечки здравствуют. Здесь у меня, так я и в кашпо не отнесла. Пересадили абавату. Ой, дисхидия вата. Какая абавата? У них похожее название. Вот моя дисхидия вата. Симпатичная дамочка. Так, все, друзья мои, бегу, потому что сейчас закроется уже отделение новой почты. А у меня большущая посылка с хоями, со срезами для девчонок. Очередной заказик. Вот вам такая красивая дисхидия вата. Кто любит дисхидию вату, ставьте лайкосик. Вообще, кто любит хоечки? Они такие прикольные. Особенно, когда цветут, и мои все затыкают нос и говорят: мама, забери это отсюда. Тоже вату полью. Вот так вот. Красота. В лучах заходящего солнца. Цветет она, конечно, мега интересно. Но главное, что аромата не издает, а ее цветение никому не мешает. А арбузики у нее просто замечательные, и они еще умеют загорать. Здесь у меня уже загара особо нет, потому что на южной стороне она загорала хорошо. Девочки, я все не дойду до кашпо, надо ее в кашпо подвесить. Она у меня была запутана, я ее еле раскрутила. Вот даже, видите, от загара. Следы загара. И я вот так решила ее ампельно повесить. Ну, очень-очень тяжелые, конечно, листья. Очень тяжелые. Кстати, сегодня я немножко, ну, не то, что расстроилась. У меня же есть
здесь 2 черенка хвои полинейры. И вот один черенок, они оба растут нормально. И вот один черенок, вот этот, девчонки, нормальный, вот красивенький, все. С обратной стороны вроде так все чистенько. А второй черенок, мне показался он подозрительным. Вот хорошо, что я 2 оставила. И я, получается, такая смотрю, думаю, какая-то странная желтизна появилась на листьях. Видите? Вот на этих. И я разворачиваю и вижу вот такую картину. Я уже протравила от вредителей. Я думаю, либо это я ее вовремя не полила, либо я не знаю что. Девочки, кто специалист по полинейрам? Что оно такое? Что это такое? Почему? Я жду, конечно, новую пару листьев. Я не могу понять, что это у полинейры за ерундистика такая. Вот у этого только черенка. Хотя высажен он был, вот даже листья, вот не на всех листьях, только вот на этих 2 парах листьев последних, на 2 узлах последних. Черт знает, что оно такое. Может, тоже какой-то грибок присел. Бог его знает. Хотя она стояла вообще в другой локации. Стояла на южном окне под освещением, и солнце падало. Я думаю, может там... Вообще я читала, что полинейры любят северные окна. Ну, без прямых солнечных лучей. И я убрала ее оттуда и перенесла ее на север. И ту, и ту. Поставила их вроде как подальше друг от друга. Не знаю. Хотя и в принципе в одной локации, не знаю. Так, вот у меня этот флагеллата растит листики. Уже ус такой большой наращивает. Ее плохо видно. Так, серпенс тут немножечко. Дисхидия хирсута. Все никак не нарастит. Не даю я ей нарастить большую шевелюру. Постоянно с кем-то делюсь. Ну все, сказала, все. Расти, дорогая. Я уже не буду тебя обижать. Серпенс такая клевая. Махонькая такая интересная. Видите? Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Бегу на новую почту. Иначе сейчас все закроется. Вот это тоже классная хвоя. Дождемся, когда вырастет и зацветет. Прям хочу увидеть и услышать аромат, послушать аромат хочу вот этой хвои. Ну вот разные отзывы, но многие говорят, что пахнет цитрусом. Но не знаю, кому что показалось. Надо, пока сам не почувствуешь, не успокоишься. Но этот лист просто отвал башки, да? Класс, девочки, посмотрите. Просто супер. Вообще, я просто в восторге. Все, пока-пока. Обнимашки.